Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я начну один интерьерный проект, как мне кажется, интересный, который сможет повторить даже начинающая рукодельница. Работа совсем не сложная, но и не быстрая. В работе я буду использовать предварительно заготовленные джинсовые квадраты разных размеров. Такое количество я копила около года. Квадраты я нарезаю каждый раз, когда шью что-то из старых джинсов. От каждых джинсов понемногу. Размеры квадратов маленькие 6,5 на 6,5 сантиметров. Эти 11,5 на 11,5. Эти 16,5 на 16,5 и эти 21,5 на 21,5 сантиметр. Здесь преимущественно только средние и тонкие джинсы. Совсем толстые я не брала. Есть несколько квадратов с карманами. Вот они. Еще я буду использовать атласную ленту 1 сантиметр шириной. Можно брать и пошире. Как я уже говорила, проект совсем не сложный, поэтому объяснять здесь особо нечего. Буду шить, глядя или даже слушая интересные фильмы, и выводить подсказки на экран.
Первый блок моего изделия готов. Вот так это выглядит с изнанки. Ну, достаточно прилично, чистенько, за исключением маленьких узелочков. У меня, к сожалению, машинка делает вот такие узелки, когда начинает строчку. Не всегда, но очень часто. Еще на что хочу обратить ваше внимание. Лента вот здесь вот, в частности, здесь видно, не очень ровно легла. То есть получилось вот так вот волнами. Это случилось из-за того, что лента очень скользкая. Поэтому мой вам совет. Если будете шить подобное изделие вот в такой технике, берите ленту не скользкую, либо хлопчатобумажную какую-то. У вас тогда будет получаться ровно. Но у меня хлопчатобумажной нет, у меня этой ленты 50 метров, поэтому мне ее надо куда-то потратить. Но я считаю, что в моем изделии, а оно будет достаточно большое, вот этих неровностей сильно видно не будет. Они не будут привлекать слишком много внимания. Как я уже сказала, изделие будет большое, поэтому мне надо будет сделать еще, ну, наверное, блоков 5 вот таких. Этот получился 42 на 100. Сейчас продолжу, сделаю остальные блоки и покажу, что дальше. Второй блок готов. Получилось уже немножко получше, за исключением вот этого квадрата большого. Он тоже вот так вот. Это стрейч квадрат. Ну вот здесь вот уже видно, да, что ну поровнее получается. Все, готово. Ну, как вы уже поняли, это штора. Сверху, с боков и снизу я использовала разные способы обработки, разные ленты, косые бейки. Потому что у меня и тех, и других не так много, чтобы у меня хватило на вторую и на третью. Сейчас покажу, вот у меня осталось из того, что было
квадраты 16,5 на 16,5, вот столько. И вот немножко таких. То есть мне надо будет еще подсобирать, понарезать квадратов, чтобы сделать вторую и третью штору. Тем не менее, я сейчас эту штору отутюжу, повешаю и покажу вам, как это смотрится. Мне самой очень интересно. Я вообще долго хотела такие шторы. Ну, наконец, тут я за них взялась. Вот таким ракурсом я ее сниму, потому что если я поверну камеру, вообще ее будет плохо видно. Вот так вот. Она получилась несколько длинноватая, но я сейчас уже не буду ее укорачивать. Я когда сделаю вторую, третью, вместе их подровняю. Получилась она не тяжелая абсолютно. Ширина ее метр. Следующий, наверное, я буду делать даже пошире. 1,20 м, 1,30 м, может быть даже 1,50 м. Потому что не тяжелая. Я переживала, нет. Это за счет того, что джинсы были использованы тоненькие и средние. Не спрашивайте меня, пожалуйста, сколько джинсов. Я не знаю, честное слово. Ну, как я уже говорила, я нарезала постепенно. Можно было и ушки делать почаще. Не 5, а, скажем, 6 или 7 сделать. Меня устраивает такой результат. Я довольна. Еще хочу показать, как смотрится днем на просвет. Эти тоненькие кусочки светло-голубые, они просвечивают. И смотрится это как витраж. Очень красиво. Мне очень нравится. На этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь моими видео. Всем желаю отличного настроения. До свидания!